Крупный пожар под Петербургом. Трамп готовится к встрече с Путиным, а в Калифорнии сгорел дом Камалы Харрис. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. На заводе по производству ацетона в Ленинградской области ранним утром звучали взрывы. Это кадры из города Гатчина. Там на улице Индустриальная около 6 часов утра местные жители услышали несколько взрывов. После этого над заводом поднялись огромные столбы дыма. Телеграм-канал «Шот» со ссылкой на спасательные службы пишет о пожаре площадью 2000 квадратных метров. О пострадавших, как и о причинах пожара, пока ничего не известно. Подросток напал на школу в Курске. О происшествии сегодня утром написал в своем телеграм-канале в Рио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, 16-летний школьник ворвался в здание с молотком и в балаклаве. Охрана его по какой-то причине не остановила. По словам Хинштейна, юноша разбил окно в коридоре и убежал от погони на улицу, по пути бросив сумку с ножами и жидкостью для розжига. Подростка уже нашли и задержали. Пострадавших в результате инцидента нет. Дональд Трамп готов начать переговоры с Путиным, правда, пока не знает, в каком формате будет их первая встреча. Президент Путин хочет встретиться, и он даже говорил это публично. Нам нужно закончить эту войну. Это кровавое месиво. Напомним, недавно Зеленский в подкасте Лекса Фридмана озвучил свои планы. В конце января он хотел бы встретиться с Трампом, чтобы согласовать позиции Киева и Вашингтона, а уже потом можно привлекать к разговору Россию. Ведущий для примера назвал 25 число. Зеленский сказал, что не против, ведь это день его рождения. 10 человек погибли, не менее 10 тысяч строений уничтожены или пострадали в огне во время большого пожара в Калифорнии. И это минимальные данные. Последствия продолжают ликвидировать в эту пятницу 10 января. Пожары в Pacific Palisades и Итон-Каньон уже признаны самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Эти районы превращены в пепел. Местный шериф Роберт Луна в комментарии Евроньюз сказал, что они выглядят так, будто на них сбросили ядерную бомбу. К этому моменту почти 180 тысяч человек получили приказ об эвакуации. По данным Евроньюз, огонь уничтожил по меньшей мере 5 церквей, синагогу, 7 школ, 2 библиотеки, а также множество магазинов, баров и ресторанов. Пожары случились в нетипичное для них время года. Причина пока не установлена. Ведется расследование. Американский президент Джо Байден отменил свой визит в Италию, а вице-президент США Камала Харрис не полетела в Сингапур, Бахрейн и Германию. Власти решили, что должны остаться, чтобы поддержать Калифорнию. У Камалы Харрис тоже сгорел дом в Лос-Анджелесе. И Байден даже немного неловко об этом пошутил, передавая ей слово на брифинге. Вице-президент, я знаю, что вас это коснулось лично. Жгите. Извините за каламбур. С сегодняшнего дня в России можно будет купить билет на самолет для вашего ребенка за полцены, но только на внутренние рейсы, только в эконом-классе и только для детей до 12 лет. Первыми скидку ввели Аэрофлот и Уральские авиалинии, но вообще-то продавать детские билеты с 50% скидкой обязаны теперь все авиакомпании. Такое правило разработали после того, как многодетная мать пожаловалась Путину на прямой линии. Да, оказывается, так можно было. И о погоде. 2024 год стал самым теплым за всю историю планеты Земля. Более того, он поставил температурный рекорд. Никогда прежде средняя температура, глобальная температура не повышалась сразу более чем на 1,5 градуса в сравнении с показателями до 1900 года, пишет BBC со ссылкой на Европейскую службу по контролю за изменением климата «Коперник». В повышении температуры виновато в основном человечество и его деятельность. А теперь к новостям спорта. Реал Мадрид обыграл Майорку со счетом 3-0 в матче суперфинала Суперкубка Испании. Он проходит в Саудовской Аравии. В финале действующие чемпионы встретятся с Барселоной. Матч пройдет 12 января. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам сообщить к этому часу. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Именно так вы помогаете нам распространять наши видео в интернете. Подписывайтесь, причем не только на Ходорковский лайв в YouTube, но и в Телеграме, куда мы дублируем все наши видео, а также еще и в аудиоформате для вашего удобства. Скоро увидимся.